Привет, зрители моего канала, меня зовут Александр. На дворе уже поздняя осень, и сегодня распаковка своевременного товара. Это мужских утепленных штанов а-ля джинсы из Китая. Прикупил эти штанишки на Алиэкспресс в магазине с громким названием Брюс Ли бренд за $25. На мою просьбу оценить пакет ниже его стоимости менеджер согласился. Пакет оценили в $12. Вес 700 грамм. Доставили из Китая в Минск за 3 недели, и трек-номер отслеживался. Сейчас мы заценим внешний вид. Также проведем обмер-замерку, сверим с размерной таблицей, указанной на сайте продавца. Я ношу фирменные джинсы мировых брендов, как я называю. Квадратный размер, это объем в талии WW32, длина тоже 32. На свой размер, сверяя по таблице на страничке с лотом, выбрал 3/4 размер. Это брюки, джинсы черного цвета. Вот в таком пакетике запакованы, какой-то брендированный. И сами штаны у нас под таким брендом китайским. К штанам прикреплена вот такая этикетка, на которой указан состав ткани. Значит, и модель. Модель 209-2. Состав верхней ткани это 73% хлопка, 25% полиэстер. Кто бы сомневался. Еще не видел ни одной китайской одежды, пошитой из материала без полиэстера. И 2% вискоза. И внутренняя подкладка это 100% полиэстер. Здесь указан, вероятно всего, 34 размер. Состав материала также дублируется на вот таком ярлычке. Да, ну и здесь, как я говорю, дублируется размер 3/4, состав ткани 75% хлопка, 25% полиэстера, правила ухода. И еще такие размеры 180 на 87А. Так выглядят джинсы спереди. Имеется простенькая металлическая пуговица. Дизайн с заклепками. Заклепок тут 1, 2, 3. Только на передних карманах. И здесь одна. И металлический замок с металлическим бегунком. Видно, какой-то дешевенький. Так, и тут нитки. Запаха никакого нет противного. Так брюки выглядят сзади. Тоже все аккуратненько пошито. Конечно, это не кожаная штучка, а вообще какой-то дермантин. Довольно плотный, толстый. И посмотрите, как лейбл пришит. В принципе, тоже аккуратно. Он такой в цвет моего стола. Ничего оригинального не придумали, как просто швейную машинку изобразить здесь. Так штаны выглядят изнутри. Смешная такая подкладочная ткань. Пошив аккуратный. В принципе, и ниток не особо здесь было. Все обверлочено и зашито. И вот так выглядит наружный шнов брючин, который внутри вроде выглядит нормально, но вот с внешней стороны он мне не понравился. Это внутренний шов штанины, он накладной. Даже в карманах имеется утеплитель, то есть это вся ткань с подшитым флисом. И вот элемент внешнего шва, который мне не понравился. Не знаю, может так задумано было, но я считаю, что это какой-то недоработка именно в этой модели. Поскольку ткань тянущаяся, то при натяжении, как видим, оголяются вот эти все нитки шва. Выглядит это как-то странно. Значит, что касается размеров, то таблица, размещенная на странице с данным лотом, указана размерная таблица именно с габаритами человека, для которого подойдет тот или иной размер. Но именно не размеры самого изделия. Но в принципе я заказывал размер 34, и я, поскольку ношу оригинальные джинсы 32 размера, то они мне подошли полностью хорошо. Даже в талии немного широковато, можно носить с ремешком. Но это такая модель, то есть она практически ровная. И уже брючины зауженные. Значит, если так мерить, то в талии у меня получается 42 сантиметра. Я заказывал черный цвет, но, как видите, это, скорее всего, очень темно-темно-синий. Ткань вроде похожа так под джинс. Никаких специальных рубчиков, ничего нету. Просто ровная и прошита желтыми нитками. Ткань плотная. Цвет ткани, а также вышивка на заднем кармане соответствует иллюстрации на странице с данным лотом. Но покрой совершенно не схож. Кстати, краска немного берется с верхней ткани. На сайте представлен покрой деним с достаточно свободными штанинами, то есть такой прямой покрой.
Ну, здесь вроде нормально все. Здесь же, как знаете, ожидание и реальность. Ощущение, что пошиты эти штаны по лекалам женских штанов. То есть очень широкие в тазу и сильно зауженные в ногах. Особенно ниже колена, то есть икры. Подчеркивая тем самым недостатки фигуры. В комплекте с зимним, достаточно объемным пуховиком ноги в этих штанах будут выглядеть дистрофично. Ну, я подозреваю, что это такой тренд в моде, зауженные штанины. В принципе, штаны мне как бы по размерам вообще идеально, особенно по длине. Высота, так сказать, посадки штанов 29 сантиметров, то есть она выходит ровно на пояс, ни выше, ни ниже. Ширина в бедрах получается здесь от шва до шва, если брать, 48 сантиметров. Но если вот так вот как сложено в плоскости, то тут даже выходит 52 сантиметра. У меня 50, в принципе, мне как раз подошли. Ширина брючины в колене 19 сантиметров. Самый низ еще уже 18 сантиметров. Единственное, что совпадает с размерной таблицей, но и с габаритами того, кто будет относить, это высота или длина брюк, это 105 сантиметров. Ну и на всякий случай по внутреннему шву выходит 76-77 сантиметров. Ну и в полный размер брюки выглядят спереди так, а сзади вот так. На отечественный размер 50 и рост 3 штаны смотрятся вот так. Сидят, в принципе, хорошо. Ну, единственный нюанс, который меня смущает, как я указывал раньше, это вот швы. Так они заметно расходятся. Друзья, некоторое время назад я приобретал вот эту куртку на Алиэкспресс и делал видеообзор на эту курточку, на этот предмет одежды, и несколько критично высказался о ней. Но уже ношу я, наверное, пару сезонов, и куртка зарекомендовала себя хорошо. Сегодня у нас где-то плюс 3 градуса, идет снег, но поддев шерстяной свитерок, мне в ней комфортно. Поэтому куртка зачет, видео здесь. На правой брючине с внешней стороны имеется еще у меня вот такой дефект. Но по современной моде это уже даже не дефект, а так, такой дизайнерский штрих. Ну и, конечно же, скромная цена, на данный момент что-то там 23 с чем-то долларов. Также хороший аргумент в пользу таких штанов. На флисе такой теплые очень штаны. Поэтому, кого заинтересует, ссылочку оставлю в описании к этому видеоролику. Переходите, знакомьтесь, приобретайте. Я же с вами прощаюсь. Всем удачи, пока, до скорого и обязательно увидимся.